Всем привет! В этом видео я покажу, как можно легко и просто сделать вот такие вот груши. Нам нужна будет выкройка, ткань для груши, ткань для листочка, для веточки, наполнитель, клей-карандаш, тонкая проволока, нитки, маркеры по ткани, ножницы, иголка и булавки. Сначала мы выкроим 4 детали груши. Я пользуюсь специальным маркером по ткани, который через какое-то время с ткани просто исчезнет. Складываю каждую деталь пополам. И прошивать я буду вот таким образом. На этой детали я прошью по вот этой стороне. А здесь я прошью по противоположной стороне. Я буду шить швом назад иголка и делаю я очень маленькие стежки. Я прошила 2 детали. Вот видите, какие мелкие стежки должны получиться. И если посмотреть с лицевой стороны, то видно, что ткань сшита крепко и нет никаких просветов. Теперь я вкладываю одну деталь в другую. И буду сейчас прошивать вот так по кругу. Я все зашила. Вверху я оставила небольшое отверстие, не зашитым. Это для того, чтобы можно было вывернуть грушу и набить ее. Обрезаю лишнюю ткань и буду выворачивать грушу.
Для набивки я буду использовать вот такой вот искусственный наполнитель. Грушу я набила, и теперь нужно зашить отверстие. Я зашила не до конца и хочу сейчас добавить немного наполнителя в самую верхушку груши. Теперь сделаем листок для груши. Я складываю ткань пополам, прикладываю выкройку листка, чтобы посмотреть, что она хорошо помещается. Переношу выкройку на ткань. Потом нужно клеем очень хорошо промазать весь листок. Если слой получается толстым, то аккуратно лишнее снимите пальцем.
Тонкую проволоку я укладываю посередине листа, не доходя до верха, где-то примерно 1/3 от всей длины. Очень хорошо нужно прогладить пальцем весь листок, особенно где проволока. Лишнюю проволоку обрезаю ножницами. И теперь нужно снова приложить выкройку листа, обвести ее и дальше вырезать по контуру. Отрезаю узкую полоску ткани и приклеиваю ее на проволоку. Теперь нужно сшить веточку, которая есть у груши. Перевожу выкройку на ткань. Отмечаю отверстие, которое не нужно будет зашивать. И прошиваю деталь по контуру. Затем я вырезаю и выворачиваю деталь на лицевую сторону. Добавлю немного наполнителя внутрь. Теперь мне нужно примерить листок и посмотреть, если его веточка очень длинная, то тогда и лишнее нужно обрезать. Вставляю листок в веточку, аккуратно там все расправляю и зашиваю отверстие.
И остался последний этап. Сейчас я пришью веточку и будет все готово.